Только таким способом ты сможешь искупить свои грехи. Давай. Я не могу. Пощади меня. Я сделаю все, что ты скажешь. О, боги. Я дал тебе возможность умереть с честью. Но ты жалкий трус. Так умри же, как собака. Приступай. Ты такой же глупый, как и твой отец. За сколько ты продал свою честь? Дело не в деньгах. 30 лет назад твой отец стал виновником ДТП, в котором погибла молодая супружеская пара из Европы. В живых остался только ребенок, их сын. Твой отец решил искупить свою вину и взял мальчика на воспитание. Он вырастил хорошего воина. Мальчик не знал, кто убил его родителей. Но правда всегда всплывает наружу, особенно если ей помочь. Я мог бы просто приказать убить тебя, но это же будет позор для всего вашего рода. Ведь так? Умри с честью. Найденный тобой прибор – это советский армейский радиопередатчик Р-105М. Но маркировка на крышке не армейская. И что это значит? Что, скорее всего, его использовали органы госбезопасности. Но в архивах никакой информации о передатчике с таким номером нет. Понятно. И что это было вчера? Тебя это не касается. Еще как касается. Ты сорвала спецоперацию, нанесла телесные повреждения ни в чем не повинному человеку. Ты должна все рассказать. Это все из-за родителей. Когда я училась в 6 классе, у них начался долгий развод. Со скандалами, битьем посуды, милицией и всем остальным. У мамы появилась своя личная жизнь, у папы своя. Им стало не до меня, так я попала в спортинтернат. Родители были увлечены своими новыми отношениями. Даже часто меня не забирали к себе на выходные. Как я ненавидела эти дни. Все девчонки от нашего класса разъезжались, а я оставалась одна. В одно из таких воскресений все и произошло. Ночью я проснулась от того, что задыхаюсь. Кто-то накинул мне подушку на лицо. Я начала отбиваться, я пыталась вырваться, но они
схватили и за руки, и за ноги. Их было несколько. Я так и не знала, кто. Я пыталась забыть эту историю, но до сих пор, если ко мне кто-то прикоснулся, когда я сплю, я могу ударить. Инстинктивно. Я себя не контролирую. Поэтому ты не ночуешь со мной. Хорошо, что ты сейчас не спишь. Сегодня с капустой. Спасибо. Здравствуйте. Снова вы? Это что? Это советский радиопередатчик R105M, который я нашел в доме своего отца. Я предлагаю вам сделку. Вы узнаете, кто установил этот передатчик, а я даю вам новую информацию о киллере, который убил Йохана Юста и Елену Мерехину. Откуда у вас новая информация? Тоже вынюхали? Ну-ну. Да, как и то, что в ваш пирог была добавлена смесь семян папоротника, красной смолы, корня женьшеня и сушеной паутины. Приворотное зелье. Популярное, но малоэффективное. Что за чушь? Я буду ждать вашего звонка. Она сымитировала приступ, очевидно, для того, чтобы остаться в корпорации на ночь. С какой целью? Пока не ясно. Но что-то пошло не так, и ей пришлось быстро покинуть здание, нейтрализовав при этом 2 охранников. И она работает в СБР. Почему вы так думаете? Вот, значит, как. В гостинице «Редстоун» Юичи Томото так и не появился. На его имя был забронирован номер 312, а номер 313 был забронирован на имя некоего Нобу Мацура, который прибыл 2 днями ранее. Вот. И этот Мацура вчера в гостинице тоже не появился. Как связано между собой Мацура и Томото? Вчера утром Мацура арендовал автомобиль в компании Витер Моторс и попал в небольшое ДТП на паркинге аэропорта приблизительно за полчаса до прибытия Юичи Томото. То есть он его встречал? Ну, скорее всего. Что-то удалось выяснить по этой машине? Гена сейчас проверяет камеры фиксации нарушения ПДД. Массив данных большой, пока информации нет. Ну и рожа. Есть кто-нибудь? Та-дам! Какая прелесть. Да. Заходи. А вино ты не забыла? Юль, тебе разве можно? Взрослая девочка сама решает, что ей можно, а что нет. Ты купила? Да я-то купила. Только давай договоримся. 1 бокальчик, не больше, хорошо? Слушаюсь, доктор. Молодец.
Да ладно, расслабься ты. Пойдем на террасу. Ну, Кристиан. Кристиан, ты каждый вечер сидишь допоздна. У тебя что, совсем нет личной жизни? Но кто-то же должен заполнять бланки. Хорошего вечера, Кристиан. Спасибо. Всего доброго. До завтра. Горячий чай. Спасибо. По особому рецепту. Ты хотела еще что-то спросить? Нет, я... Тогда можешь идти. До завтра. Я с детства люблю флоксы. Но их надо поливать. А может быть, поставить искусственные цветы? Сейчас есть такие потрясающие цветы, от живых не отличишь. Да? Нет, все-таки посажу флоксы. Но живые цветы – это живые цветы. Кстати, ты вернула кольцо своему этому? Нет. Ты же его не любишь. Да, но я боюсь его ранить. Дорогая моя, ты уже не девочка, чтобы играть в эти игры. Да и он не мальчик, чтобы водить его за нос. Не любишь, так и скажи прямо. Годы идут, и ты не молодеешь. А почему тебя это так волнует? Я просто беспокоюсь, чтобы у моей лучшей подруги в личной жизни все было хорошо. Впрочем, поступай, как знаешь. Да, это какие-то люди, похожие на моих сотрудников. Давайте не будем играть в эти игры. На фотографиях полковник Лебедев, организовавший незаконное проникновение в здание частной компании. В прошлый раз ваш любимчик застрелил безоружного подозреваемого. И это ему сошло с рук. Не подозреваемого, а маньяка по кличке Профессор, который убил 11 женщин. Неважно. Перед законом все равны.
Уверовав в свою безнаказанность, Лебедев организовывает незаконные проникновения в частные компании, вовлекая в свои преступные умыслы других коллег. А это уже организованная преступная группировка. Что дальше? Создание частной армии? Этому пора положить конец. В общем так, или вы увольняете Лебедева в течение 48 часов, и мы не выносим ссор из избы, или Лебедев будет привлечен к уголовной ответственности. По обоим делам. Выбирайте. Томаш. 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 Доброе утро. Сделать Сделать кофе? Нет, нет. Какого хрена вы туда полезли? Тем более, что ни он, ни она не являются оперативными сотрудниками. Ты понимаешь, что ты их подставил? Другой возможности подключиться к камерам GI не было. Ну хорошо, проникли. Ну зачем было избивать врача, охранников? Оставаться на ночь в GI было опасно. Поэтому я приказал Рине Норден покинуть здание. Норден и Прокопенко свободны. Не там геройствуешь, Витя. У тебя есть 48 часов. За это время ты должен поймать киллера. Иначе я не смогу замять это дело. Здравствуйте. Добрый день. Садитесь. По инвентарному номеру передатчика в архиве найден один документ. Расписка. Вот она. В ней нет никаких данных, кроме подписи. Такая же подпись есть на этом документе. Петр Рудаков. Я собираюсь его допросить. Думаю, вам будет интересно. И хотите кофе? Нет, спасибо. Вильма, Вильма, сделай, пожалуйста, гостю кофе. Но я... Без сахара, пожалуйста. Проверьте, пожалуйста, на предмет. Все то же приворотное зелье. Но гораздо больше концентрация. Ваш кофе. Спасибо. Ох, Вильма. Сережа! Сереженька! Сережа, ну что ты его сбоку-то цепляешь? Ты его снизу цеплять, снизу. Вот рукожопый.
Быстрее спускайся. А дрон? Завтра снимите. Давайте, Ваня, Сереж, давай, дуйте домой. Петре. Здравствуйте. Петр Рудаков? Да. Инспектор Томас Мартинсон. У меня к вам несколько вопросов. Где мы можем поговорить? У тебя из-за меня проблемы. Хочешь, я пойду к генералу и ему все расскажу? Ничего, разберемся. Что случилось? Меня что-то тошнит в последнее время. У меня задержка 5-й день. Ты беременна? Нет, это просто задержка. Такое уже было. Не волнуйся. Вам знакомо это устройство? Радио, что ли? Даже не знал, что такие существуют. Не знали? Вот. Ваша подпись на расписке его получения. Ух ты! Как на мою подпись похоже. Агент П. Прям детектив шпионский. Нет, здесь какая-то ошибка. Ваша подпись. О, а это моя. Ну, надо же, как похоже, а? Ну, точь-в-точь, как моя. Ну, бывает же такое. Яблочек не желаете на дорожку? Свои, ничем не прысканные. Очень любопытно. Очень. До скорой встречи. Я знаю, кто нам все расскажет. Товарищ полковник. Товарищ полковник. Чего? Я нашел машину Томото. И куда они поехали? Это пока все, что я смог найти. Где я могу найти инспектора Томаса Мартинсона? Спасибо. Здравствуйте. Я Верховцев. Это какая-то ошибка. У меня все штрафы оплачены. Вот квитанции. Дело не в штрафах. Садитесь. Узнаете? Что это? Это передатчик, который вы приказали установить в доме моего отца. Ведь это вы руководили слежкой за ним. Агент по кличке Пианист, не так ли? Да как вы смеете? Некто Петр Рудаков дал показания против вас. Да-да, тот самый Петр Рудаков, к которому вы вчера приезжали домой. И яблочки кушали из его сада. Из показаний Рудакова следует, что вы были его непосредственным начальником, а он выполнял ваши поручения. Тот, кто согласился сотрудничать со следствием, попадает под программу защиты свидетелей. А вы, Пианист Верховцев, сядете в тюрьму. Какая наглость! Это же он пианист, а не я. Он! Тогда кто вы? Всего лишь осведомитель. Внештатный. У меня даже звания не было. А Рудаков – майор КГБ. Не сгорай.
Шашлык из прошлого. Пятый день. Эти документы и также свидетельские показания вашего бывшего информатора Верховцева неопровержимо доказывают, что вы, Петр Рудаков, в прошлом были агентом по кличке Пианист. Думаю, вы прекрасно понимаете, какая участь вас ожидает. А если я вам дам информацию, которая поможет в расследовании убийства Йохана Юста? Тогда я думаю, чем смогу помочь вам. Нет, такой ответ меня не устраивает. Мне нужны гарантии. Вы не в том положении, чтобы торговаться. Откуда у вас мои фотографии? В одном из своих донесений Верховцев сообщил нам о появившихся у вас способностях. Вас взяли в разработку, которую поручили мне, поскольку я в свое время вел дело Локмуса. Из донесения нашего информатора Йохана Юста нам было известно, что вы не родной сын вашего отца. Вас решено было поместить в специнтернат для изучения появившихся у вас способностей. Но ваш отец наотрез отказался. Если бы это был 48-й год, никто бы его об этом не спрашивал. Но на дворе был 88-й. Мы пошли навстречу вашему отцу, но с одним условием. Он станет нашим информатором и будет регулярно составлять отчет о вашем развитии. Эти фотографии из его отчетов. До свидания, Вилма. Хорошего вечера, Кристиан. Странный человек был ваш отец. Ради неродного ребенка пожертвовать всем. Карьерой, друзьями. Но лично я ему очень благодарен. За что? За то, что он не выдал меня как бывшего сотрудника КГБ. Благородный, но непонятный для меня поступок. В суматохе распада Союза мне удалось выкрасть все документы, связанные со мной. Ну, почти все. Год назад я случайно узнал, что мой подследственный Локмус неплохо устроился за границей. И я подумал, почему бы ему не продать информацию о его единственном сыне. Но я не мог этого сделать, потому что у меня были моральные обязательства перед вашим отцом. Лишь только после его смерти я связался с нашим бывшим информатором Йоханом Юстом. Он с радостью согласился стать посредником в продаже документов Локмусу. Ну, за небольшой процент. Он написал письмо Локмусу о том, что обладает информацией о его сыне. Ответа он не получил. А через 2 дня был убит.
Документы, которые я ему дал для продажи, пропали. Я уверен, что это Локмус заказал убийство. Одно мне только непонятно, почему Йохан не выдал меня. Просто не успел. Умер во время пыток. А за что убили Мерехину? Этого я не знаю. Но я убежден, что и к этой смерти причастен Локмус. Я готов дать вам показания против него, но при одном условии, что меня включат в программу защиты свидетелей. Эта процедура не займет много времени. Вы просто подпишите протоколы. Вильма. Вильма. Ах, тост. Добрый вечер. Все в порядке? Я заснула. Это же моя рубашка. Почему она у тебя? Зачем ей моя рубашка? Я не успеваю переодеться, на всякий случай храню здесь сменную рубашку. О, Боже. Вильма, Вильма, Вильма. Подпишем протокол. Какая же я идиотка. Полная дура. Я закончил. Спасибо за оказанную помощь. У меня к вам небольшая просьба. Да? Я хочу забрать одну фотографию. Не думаю, что это будет проблемой. Какую? Это. Я пошла. Постарайся заснуть.
Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. От всего сердца приветствую тебя. Обычно такие слова говорят, когда встречают в аэропорту. Вне зависимости от того, где тебя встречают, твой неиссякаемый талант вдохновляет меня на новые свершения. Что тебе нужно? Видимо, что-то серьезное, раз ты приперся в такую рань. Я просто очень рад видеть тебя. И еще одна маленькая просьба. Что это? Хозяйка этого шарфа беременна или нет? Три недели. Три недели, как она не надевала этот шарфик. Чаю хочешь? У меня осталось 28 часов. Похоже на очередную уловку генерала. Не в этот раз. Глупая ситуация. Мы знаем, что Локмус – организатор этих убийств, а киллер – исполнитель. А доказать ничего не можем. Подожди, а пианист? У нас же есть свидетель, который готов дать показания против Локмуса. Какие показания о чем? О том, что он хотел продать несколько старых фотографий? Но это даже не косвенные улики. Не могу понять одного. Зачем Локмусу нужен я? Какой у него мотив? Если бы он хотел убить меня, уже давно бы убил бы. Но может, он хочет сделать тебя наследником и владельцем корпорации GI? Очень смешно. Но все-таки биологически он твой отец. А вот это еще надо доказать. Возможно, к моменту проведения экспериментов Локмуса моя мать уже была беременна от отца, просто не знала об этом. А отца шантажировали ложной информацией. Щетина отца и моя. Достаточно для проведения ДНК-экспертизы. Я не верю в то, что Локмус мой отец. Все документы, связанные с этим расследованием, необходимо перевести на английский язык. А на него отправь запрос в Интерпол. Хорошо. Привет. Вилма, я думаю, нам нужно поговорить. Тест на отцовство – хорошая мысль. А вдруг она беременна не от меня? Ну, какой из меня отец? Я безответственный, незаботливый. Я раздолбай. Это маска, за которую тебе удобно прятаться. Ты не раздолбай. Ну, хорошо, я просто не готов. Это все, понимаешь, навсегда. Вить, чего ты боишься? Моя мать мне с детства вдалбливала. Посмотри на своего отца, не будь таким, как он. Мужчина в доме должен быть ответственным, должен быть опорой. Должен. Я ненавижу это слово «должен». Дети – это прекрасно. Особенно, когда они вырастают и уезжают учиться в Лондон, как Алекс. Мне нравится моя жизнь, и я не хочу ничего менять. Вилма, я очень ценю тебя как сотрудника. Ты ответственная, дисциплинированная, пунктуальная. На тебя всегда можно положиться. Но я думаю, наши отношения должны оставаться в служебных рамках. Ты согласна со мной? А пироги у тебя прекрасные. Ну чего ты?
Здравствуйте. Добрый день. Это распечатка письма, которое вчера ночью пришло от Давида. Как вчера? Видимо, Давид знал, что его жизни угрожает опасность. Ему удалось узнать, куда пропала кровь ребенка Лагуниных. Она была изъята по личному распоряжению Локмуса. Об этом Давиду сообщил некий источник в корпорации GI. Какой источник? А этого я не знаю. Постарайтесь вспомнить. Давид упоминал о своем источнике. Может быть, вскользь. Я думаю, именно он звонил Давиду в день его гибели. И если бы Давид знал, кто это, он бы обязательно сообщил мне об этом в письме. Пожалуйста, найдите того, кто убил Давида. Мы сделаем все возможное. Спасибо вам. До свидания. Кровь ребенка Лагуниных была изъята по личному распоряжению Локмуса. Погодите, вы можете это подтвердить документально? Нет, это было устное распоряжение. Не могу больше говорить. Позвоню позже. Чей это голос? Выясняем. Выясняйте поскорее. Найдите мне этого информатора. Есть новости по машине Томото? Нет. А это что? 3D-модель здания GI. Очень странная планировка. Вот, посмотрите. Подвальный этаж. Хранилище крови, паркинг. Везде есть камеры слежения. Но вот здесь камер нету. Хотя есть и коммуникации, и вентиляция. Это не подсобное помещение. А что? Я не знаю. Доступ сюда ограничен. И код постоянно обновляется. Посмотрите, сколько раз он менялся, пока мы были там. И когда ты успел это записать? Ну, я писал всю информацию, к которой мог добраться. Теперь расшифровываю. У этого помещения отдельный вход. Лифт, от которого ведет, если верить плану, прямо в кабинет Локмуса. Вот что было за деревянной панелью. Здравствуйте. Меня зовут Генрих Локмус. Какой панелью? В кабинете Локмуса. Что еще? Ну, как бы все. Нужно узнать, что это за помещение. Как? На этих дровах? Товарищ полковник, когда уже будет готов мой кабинет? Пойдем. Вау! Только сегодня привезли. Завтра сможешь подключить. Ткань имеет губкообразную основу, что позволяет питательным веществам и нейронным сетям проникать в ее структуру. Таким образом, нам удалось устранить проблему дефицита кислорода. А сфероидное слияние происходит прямо во время процесса. Оно прекрасно. Нет, но с другой стороны, это очень современно. Укрепляет эмоциональную связь матери и ребенка. Да, но все-таки рожать дома – это очень рискованно. Ну, не дай бог осложнений. И что делать? Послушай, я же собираюсь рожать не в деревенском сарае. Ко мне приедет полностью подготовленная бригада. Мой бывший все оплатит. Какой он у тебя, однако. Да. Но как врач и как подруга я настоятельно не рекомендую. О, привет. Ну, ты, как всегда, опаздываешь. Ты? Присаживайся. Я хотела поговорить с тобой о нашем сыне. Вы знакомы? Так это и есть твой бывший? Ну, скажи ему, что ты хотела сказать. Ну?
Скажи ему, что ты его не любишь. Так все это время ты держала меня за идиотку? Какая же это подлость. Какая низость. Дорогая моя, подлость и низость – это не говорить человеку, что ты его не любишь, внушая ему призрачные надежды и тратя его время, при этом принимая от него дорогие подарки и не давая ничего взамен. Вот это подлость и низость. Ты знаешь, она права. Я не люблю тебя. Извини. Можешь меня не благодарить. Какая же ты. Такси! Неправда. Ты любишь меня. Твой фитиламент сейчас на таком же уровне. Какой фитиламент, Господи. Прости. Ты очень хороший человек. Но ты живешь в колбе. Я так не смогу. Прости меня. Зачем ты это сделала? Не хочу, чтобы ты страдал. Поверь, ты еще скажешь мне спасибо. Нет, ты не думай, я не хочу тебя вернуть. Нет. У меня теперь новая жизнь. Но тебе я все-таки желаю наконец-то встретить свое счастье. Хотя с трудом представляю женщину, которая могла бы вытерпеть все это. Вас можно рассчитать? И принесите водки. 20 грамм. Но я не могу посчитать вам 20 грамм. Посчитайте, как хотите. Че он там ждет? Бабы его уже ушли. Кто его знает? Ваш счет и 20 грамм водки. Тебе с курицей или ветчину?